Привет всем, с вами на связи Алехандро. Давайте сегодня посмотрим и сделаем расклад Таро, его чувства к вам сегодня. Гадаем на загаданного человека, на мужчину, на женщину. Посмотрим, разберемся в вашей ситуации, что происходит между вами на здесь и сейчас. Ну и заглянем мысли, чувства, планы, намерения. Также, может быть, выплывут какие-то инсайты, подсказки высших сил, вселенной, и все, что может помочь разобраться в ваших отношениях и в вашей ситуации. Что происходит между вами сейчас? Давайте смотреть. Отношения переходят на другой уровень. Аркан мир, то есть, вы уже, скорее всего, в прошлой эманации или в прошлом проявлении отношений все сделали. То есть, по сути, может быть, вы стремитесь к примирению как таковому, но здесь знаете, как уже было в ваших отношениях, уже было все. Прям, все варианты вы перебрали, абсолютно все. И вы уже не можете, понимаете, как мир, это же 21-й аркан, да, а перед ним 20-й. А 20-й это уже огонь, вода, медные трубы. То есть вы уже назад не попадете и дважды в одну реку не войдете. То есть оно должно быть в любом случае совершенно по-другому. Но как минимум дистанция между вами должна быть, какой-то промежуток времени. Да, обстоятельства так складываются, да, что вы в одном мире, он в другом, да, то есть что-то должно измениться, вы должны перейти на другой уровень. Здесь есть королева жезлов. Интересно, что дама с собачкой, как ни дивно, да, и она с двумя чи. Здесь чихуауа, да, или чиху. Собачка, чихуя-хуячка, да, как говорится. Чихуауа, чихуауачка. Смотрите, здесь женщина пытается управлять ситуацией. Кстати, женщина с тату, и тату тут я не могу особо рассмотреть, что-то крылатое. Какие-то птицы у этой женщины. В общем, цветы и птицы пусть будут. Да, еще у нее, по-моему, есть, и, может быть, то ли тигр, то ли скорпион тату, такое что-то. Женщина пытается управлять ситуацией, и в этой ситуации у вас, если вы не огненная женщина, то, может быть, на ситуацию в отношениях влияет жена и женщина огненной стихии, то есть овен, стрелец или лев. Вообще это чистый овен, но опять-таки ориентируйтесь не только по знакам зодиака, но и допустим, по татуировкам, по прическе в виде корней из головы, да, по собачкам, может быть, по одежде желтой или даже по мебели, которая может быть характерна той или иной даме. Дама властная, хозяйская, и дама такая достаточно любящая поуправлять другими. На ваши отношения может влиять женщина со своими намерениями. Вообще это часто ведьма, но мы ее пока не будем стремиться обзывать ведьмой. Просто мы ее назовем женщина со своими намерениями или планами. Так, давайте дальше, что еще происходит. Ой, разбитое сердце, тройка мечей. Либо вы разбиваете своему партнеру, мужчине или женщине сердце, или она вам разбивает. То есть разбитое сердце здесь в центре. Имейте это в виду. Как минимум здесь, может быть, идет борьба за одного и того же мужчину. Прям, такая, не на жизнь, а на смерть, да. Кто кого переживет. Тогда, соответственно, либо вы принимаете как женщина позицию ведьмы, либо ваша соперница принимает позицию ведьмы, но вы тогда знаете об этом, скорее всего, да. Очевидно же ведь. Уже ж выпала она, да. То есть, как минимум, отношения напитаны сердечной болью. И давайте так. Здесь
у меня почему-то пришел инсайт. Сначала было очень мягко постелено или очень мягкий стул. Ну, в плане стула не того, что там как бы выходит, да, куда-то из кого-то, а в плане как предмет мебели. То есть на стуле сперва было удобно сидеть, да, вот видите, вот он красный, здесь красный трон. То есть у меня такое ощущение, что ну, в отношениях вам было сперва комфортно, а потом кто-то начал вам вставлять вот эти вот пики, прямо пики. Ну окей, давай дальше. Что еще происходит? Непонятно, что будет дальше. Карта пустая. То есть вам причинили боль, было вроде все хорошо. Отношения переходят на другой уровень. Вроде бы попытка контролировать ситуацию, и вот раз, и просто боль на сердце. Может быть, вас обидели. Может быть, настроили против вас человека, да, партнера. Может быть, поссорили, разорвали ваши отношения. А дальше что, непонятно. Ну, вы не понимаете, что будет дальше, пока пустая карта. Ну, и что еще может быть, да? Что еще происходит или будет происходить? Ну, вы чувствуете, что, может быть, либо с вами играют. Вот есть такое здесь. У вас такое двоякое ощущение. То ли вам бороться, то ли с вами кто-то играет. Ну, здесь пятерка жезлов с женщиной пересекается, как бы, да. Вы немножко в оторопении в таком находитесь, да. Что это было? Это была такая шутка какая-то или это игра? И вы не понимаете, как вам вообще, по каким правилам дальше играть. Тут смотрите, вот дети, как будто бы они складывают эту тройку мечей. Здесь еще дети могут быть завязаны во всем этом, ваши или партнера, да, вот дети. Поэтому это, скорее всего, жена, как бы, да, или вы с детьми, или ваша соперница с его детьми, да, вот такое вот. Что детки тут прям, ну, прям они в самом конце. И они вносят такой больше хаос. И также может быть такая ситуация, вот еще, да, посмотреть можно. Вы вроде бы прожили с мужем или с женой долгое время, ну, это значительный промежуток времени, уже дети могут быть повзрослевшие или вообще взрослые, вы не знаете, уходить, ну, разрывать вам отношения или не разрывать. Вот такая ситуация может быть. Ну, в принципе, давайте теперь еще поглянем, да. Что между вами сейчас? Вот, смотрите, вот эта карта, она символизирует дистанцию. Давайте спросим у Таро, что между вами сейчас? Что между вами сейчас? Двойка кубков, а между вами любовь. Вот, любите вы его, а он вас. Видите, как прекрасно выпала. Хорошая карта. И вот эту дистанцию как бы объединяет именно любовь. Вот эту дистанцию объединяет любовь. Давайте так скажем, чем управляет или на что влияет вот эта дама в желтом, да? Дама в жезлах, да? Дама, хозяйка Чиуа или Чихуа или Чиуауа. Как вам больше нравится? На что влияет? Девятка кубков на зону комфорта, и это скорее всего все-таки женщина, а девятка кубков вообще это мужская карта. То есть, смотрите, эта женщина влияет на круг комфорта мужчины и, может быть, даже влияет на его питание, на его стиль жизни, на его чувства и на его ощущение комфорта в той или иной ситуации. То есть, по сути, эта женщина влияет на комфорт мужчины. И через желудок, и через его эмоции. Если вы вдруг смотрите этот расклад на отношения и подозреваете здесь опой или окорм, он здесь может быть с точки зрения магии, особенно если это соперница ваша, и вы знаете, что королева жезлов здесь, ну, прям ваша
ваш недруг или не дружится, как говорится. Тройка мечей. Давайте смотреть, что может успокоить ваше сердце или что может излечить ваше сердце в этой ситуации. В этой ситуации, что может излечить ваше сердце? Пятерка мечей. Месть. Пятерка мечей вообще, она о измене или о доминации, но нечестным путем. А здесь прям кара Господня, понимаете? То есть месть. Можете ли вы излечить сердце путем отпускания и прощения? Ну, как вариант. Но это уже, знаете, такой запасной вариант. Здесь все-таки пятерка мечей, она больше о покарании каком-то, да, нежели о мести, да, как покарании, как мести. Но могут ли покарать высшие силы и обидчика вашего или вашего недоброжелателя и таким образом исцелить ваши силы или ваше сердце? Да, тоже, но это не быстро, это медленные карты, как таковые, да. Давайте посмотрим, чего ждать в ближайшем будущем, потому что карта пустая в отношениях, да, чего можно ждать в ближайшем будущем. В отношениях. Можете ждать или абсолютно новые отношения, потому что мир-то есть и вообще новые отношения. Или обновление в этих отношениях, но после того, как вашего недруга покарают высшие силы, ангелы, или ангелы-хранители, или просто высшие силы. Здесь какой-то прям туз жезлов, это новый взлет, и причем инициатива может быть мужская. То есть, у меня такое ощущение, что мужчина здесь, мы о нем, кстати, видите, о мужчине мало говорим сегодня в этом раскладе, мужчина еще не сказал своего слова, он еще молчит где-то, может быть он еще, як кажуть українською, оговтується, да, від такої помсти, да. Может приходит в себя. И мужчина должен, не должен, но может вдруг ни с того ни с сего заявить о себе и явиться, да. Смотрите, интересно, жезл, факел горит, а здесь саламандра огненная, да, то есть какое-то перерождение произойдет. Чего ждать впереди? Мужчина может заявиться внезапно, с каким-то внезапным предложением, какой-то новой идеей, которая, возможно, даже не похожа на ту идею, которая была. Потому что он как будто бы, знаете, с одной стороны он пал, а тут он резко встал. Да, то есть у него появляется новая идея, да, резко встал и резко что-то предложил, да. Давайте посмотрим, что за игра, как влияют дети и что это за смятение такое впереди. Здесь выпадает императрица, смятение будет вокруг детей. То есть, смотрите, в ближайшем будущем дети будут играть ключевую роль в этих отношениях. Выпадает им именно императрица, третий аркан, то есть мать, дети будут в ближайшем будущем очень влиять на ситуацию вашу в отношениях, на мужчину и на непредсказуемые его планы на вас, и на непредсказуемость его планов на вас, и его предложений и поступков. То есть, как я и подозревал, да, женщина здесь имеет роль. То есть, женские влияния здесь сильны. Да, и действительно мужчина здесь даже может вас, допустим, любить и испытывать к вам чувства, но он будет прислушиваться либо к маме, либо к бывшей, либо быть в обстоятельствах между мамой и бывшей, вот такое вот. Просто какая-то женщина, которая имеет власть, это может быть даже и руководитель какой-то, да, руководительница, либо просто женщина, которая имеет влияние или воспитывает детей. В том числе и его. Поэтому семья и дети, жена будет здесь иметь значение с любой точки зрения. Давайте посмотрим, искренен ли ваш партнер в этом проявлении. А это любовь именно. Или в мире любви, насколько он искренен с вами.
Почему задаю этот вопрос? Мир – это как бы глобальность, да, или всецелостность, да, или все, как ее назвать, да, всеобъемлемость, а здесь любовь. Поэтому всеобъемлема ли его любовь, или она настоящая, да, она как бы, или она там какая-то маленькая такая, да, незначительная. Ну, искренность в любви есть или нет? Шестерка пентаклей. Ну, смотрите, если он вам говорил, ты мне очень дорога и терять я тебя не хочу, то да. Тут четверка пентаклей, это, знаете, вот, да, она может быть и корыстная, но у меня почему-то нету диссонанса с вот этой комбинацией вообще никак. То есть, да, он искренен, он, ну, как минимум, он не хочет или не хотел вас терять, да, то есть, если вы смотрите в прошлом, да, этот аспект, то он раньше не хотел вас терять. Да, и сейчас, может быть, не хочет, но мы еще посмотрим, может быть, будет выходить что-то другое. Как минимум, вы ему очень дороги, то есть, ну, и да, он, к сожалению, может вас оценивать, да, вот с монетами, с золотом. Но, в принципе, оценивать и сравнивать вас с золотом, ну, а почему бы и нет, это тоже не всегда плохо сравнивать с золотом. У меня нету негативного подтекста, негативного потока здесь, ощущения негатива, поэтому я как бы, знаете, вот говорю, что он вам, ну, искренне любит или любил. Ну, давайте, мы пока что смотрим больше прошлое, да, то есть это раньше, это настоящее, это недавнее прошлое, это давнее прошлое, да, это ближнее будущее, это дальнее будущее, это здесь и сейчас. Кстати, если разобраться, здесь и сейчас идет расплата, как с вами, так и с ним, да. Ну, ой-ой-ой, что это я как-то бастет обидел. Нельзя кошек обижать, да? Так, теперь вопрос. Какое фактически влияние имеют на него эти две женщины? Фактическое влияние на него этих двух женщин. Ну, они заставляют его двигаться, активно двигаться и влияют на его движение, как минимум, да. У меня почему-то такое сейчас ощущение, что какая-то женщина прямо с ним все время ездит. Да, то есть, если вы, допустим, ну, встречаетесь с ним, и вот эта женщина в красном – это вы, то где-то там в его колеснице сидит его там контролер, да, то есть, по сути, какое влияние на него? Они как бы или ограничивают его движение, поездки, его успех могут ограничивать, потому что колесница – это еще и нереализованный успех. И, ну, как минимум, то есть они ограничивают его движение, успех и чувство покоя. Он постоянно чувствует, что у него за спиной какая-то женщина, да. Ну, кстати, по этой карте влияние мамы здесь очень сильно, поэтому скажу так. Пуповина матери преследует этого человека. Ну, неважно, кто это, там, мужчина или женщина, ну, вообще это больше мужская карта, да. Далее. Просто не хочу задавать вопрос, но ну, как бы здесь вот как будто бы и вопросов нельзя задавать, потому что все понятно. Боль, страдания, потеря, утрата, сильная боль. Причем здесь сила 5-3, сильная боль. Но все равно, тем не менее, если вдруг была какая-то боль, предательство или из ряда вон какой-то поступок с его стороны, как он его расценивает? То есть кается он, если он не прав, да, или он осознает ли он, что он там наделал, натворил, да, вот в таком стиле, да. Ну, знаете, здесь, кстати, двойка кубков опять выпадает. Он, знаете, как считает. Кается, не кается, здесь не упокаяние, здесь он говорит, он себе как бы в душе говорит, если она меня любит, то она это выдержит. Видите, двойка кубков. То есть, по сути, для него любая вот эта боль, это, ну, вот такое проявление любви, как ни парадоксально. 10, причем здесь получается как колесо фортуны, ну, как бы вот сегодня я так поступил, а завтра будет другая ситуация, то есть я по-другому не мог поступить. Я ее все равно люблю, она меня все равно любит, и я вот принимай меня таким, как я есть.
То есть здесь, ну, как бы не сколько о совести, он считает, что если ты любишь, то все стерпишь, да, то есть или любовь все стерпит. Немножко такая, ну, редкая комбинация, но в пространстве вариантов, как говорится, есть все, да, абсолютно присутствует все. Давайте немножечко так вот. Давайте дальше посмотрим. Его, вот это уже вот такие вот планы. Давайте планы на вас. Его планы на вас. Его планы на вас. Что он именно планирует пока что? Что планирует? О, двойка жезлов. Видите, так как я и говорил, четверка монет, пентаклей, двойка жезлов не планирует вас терять. Он не может вас отпустить, забыть. То есть, смотрите, если вы разошлись, этот человек страдает. Вы из головы его не выходите. Он постоянно думает о вас. Постоянно думает о вас. И, кстати, ну и вы тоже, наверное, там как-то о нем думаете, потому что тут именно женщина сидит у вот этого, ну как оно там, ну не надгробие, ну да, надгробие это саркофаг, тут по сути такая тема больше вампирская, готическая. Но, то есть, ни мужчина, ни женщина тут не могут отпустить, да, по сути. И планы не отпускать. Вот его намерение не выпускать вас. Я уж думаю, не околдовал ли он вас или не околдовала ли она вас. Вот тут такое может быть, да, какое-то колдовство, чары какие-то. Мужчины, смотрите, если вы гадаете на женщину, то женщина вас тут, как бы она вас преследует, по сути, получается. Так, здесь пустая опять карта. Смотрите, в будущее ваше пока что, да, вот, и его, и ваше обоюдное будущее, оно непредсказуемое. Оно непредсказуемое. Да, будет влиять женщина, да, вот она сидит. Да, будут влиять дети, но серьезных планов, он не планирует вас отпускать, но серьезных планов он, ну, как бы не может пока что построить, потому что он, ну, не в силах контролировать обстоятельства, может быть, из-за боли на здесь и сейчас, да, но и в ближайшем будущем. Знаете как, если вы любите квесты, если вы любите приключения, интригу, триллеры, вот это вот тогда вам сюда в эти отношения. Если вы любите какую-то стабильную предсказуемость, то вряд ли она здесь будет. Что прям две пустых карты, плюс присутствие за спиной женщины, да, и плюс его как бы поведение, где он с одной стороны вас очень любит, а с другой стороны, может быть, иногда поступает так, что вы, ну, готовы призвать на помощь абсолютно всех ангелов, чтобы ему отомстить, а потом опускаете этот меч и прощаете его, на что он и рассчитывает. Понимаете, в чем дело? И, ну, здесь вот оно, знаете, как лихо закрученный сюжет с непредсказуемым концом. Видите, какой конец. Но это не конец, это где-то такое первая треть, да. Ну хорошо, или вторая четверть. Вторая четверть. Давайте, что он думает о вас в эту минуту, прямо сейчас. Пришло время приоткрыть завесу. Его мысли к вам сейчас, в эту минуту. Ну что, тройка пентаклей не хочет заканчивать. Он творит в этих отношениях. Он считает, что он мастер своего дела, что он сможет, ну как, продлить процесс, что, во-первых, он учится, да, и у него получается все лучше и лучше. Он считает, что есть прогресс. И он считает, что в ваших отношениях есть прогресс. Причем здесь четверка пентаклей, а здесь тройка пентаклей. Он как бы, ну, такое ощущение, что он вкладывается в эти отношения и не хочет отпускать эти отношения, видите. Но что он думает о вас, что вы как бы вовлечены в этот процесс творческий, и вам тоже нравится, что здесь происходит, да, то есть, да, это похоже как бы на треугольник, да, но если это вдруг не треугольник, а если тройка центральная все-таки, и он считает, что вы не сможете оторваться от этого, то есть, то, во что он вас втянул, а он вас именно сюда, ну, здесь как бы втянул, да,
Он считает, что вы не сможете от этого оторваться. И что у него все лучше и лучше получается, как бы владеть, ну, вашим интересом к этим отношениям. То есть он думает о вас, что и вам интересно с ним. То есть почему интересно? Потому что здесь идет развитие, да, вас это увлекает, вас это затягивает. Окей? Окей. Что он чувствует к вам? Ну вот как раз колесница это рак. А рак это такие чувства, которые не на поверхности явно. Что он чувствует к вам, несмотря на то, что на него влияют? Башня, так, ну я вам так скажу, смотрите. Башня карта на чувство это крыша сносящая, да, и тут по материи все идет. Смотрите, у него, он теряет голову от вас. Ну он реально, ему сносит крышу по вам, вот этого человека. Но мужчины, смотрите, женщина тут по вам сходит с ума, поэтому она точно готова здесь на все, вплоть до там призвание всех сил, высших и низших, да, и ада, и не ада. А если мужчина, то он, ну, так у него периодически сносит крышу, и он готов на самые отчаянные поступки, причем сегодня он может быть очень пассивный, а завтра он может выстрелить, видите, ну вот, как бы проявить себя совершенно с непредсказуемой стороны, сесть там в свой черный или белый Mercedes, Rolls-Royce или еще какой-нибудь там, автомобиль, да, такой серьезный, Мустанг, например, да, и примчаться к вам средь ночи с цветами. Вот. Но запах чужих духов на его сиденье вы всегда будете чувствовать. Видите, здесь сзади эта барышня у него на заднем сиденье или в багажнике, или незримо с ним, да, как будто бы как прослеживает его, да, каким-то образом. Тем не менее, его чувства срывают ему башню. Хорошо. Как он будет проявляться по отношению к вам? Как он будет проявляться по отношению к вам? Девятка мечей. Ну, смотрите, он здесь то, что я говорил, интрига, квесты, да. Вам будет с ним нелегко, и тут вот девятка мечей, опять, смотрите, тройка мечей, пятерка мечей, девятка мечей и любовь. То есть он вас постоянно, получается, будет ставить в тупик, заводить в тупик, в угол. Ну, как бы, знаете, я не говорю, что он вас будет наказывать, но он будет не давать вам много шансов. То есть это болезненное отношение пока что. И знаете, этот человек, он может действительно быть таким жестковатым немножко. Ну, жестковатым на эмоциях, да, здесь больше. Вот, на эмоциях. И он может и продолжать вам делать и приятно, и больно одновременно. Но он практически не будет оставлять вам шансов и выбора, и выхода. То есть этот человек, вот если упростить, будет держать вас в определенных рамках, где места для маневра в отношениях у вас будет не так-то и много. Вот это вот нужно сейчас понимать. Поэтому если вы, так знаете, вот есть категория партнеров, которые любят свободу, да, а другие любят наоборот, не свободу. Вот вам свободно в этих отношениях не будет. Услышьте это, да. И вы будете вынуждены идти как бы по той тропе, которая будет, может быть, выглядеть лабиринтами его, прежде всего, разума. Даже не вашего, а его. Понимаете, да? Давайте посмотрим. Ну вот он вас не отпускает. И вот вы его не отпускаете. Вот есть хаос, и вот его проявление. Какое его лучшее проявление власти над вами, или на какое его лучшее проявление власти над вами можно рассчитывать? То есть на что лучшее можно рассчитывать в этих отношениях, если вы вдруг согласитесь на неволю? Понимаете, да? Вот именно неволю. Это его власть, это мужская власть, да, власть партнера, а это тупик, да, то есть вот представьте себе, он получил эту власть над вами, или она получила, да, и вот что вы получаете взамен, да, вот
Так, ну, как компенсацию, да, какую-то. Да тут десятка мечей. И все. И что это такое? Не пойму я. Вот сегодня парадокс, да, девятка мечей в день. Ну и тогда капец тогда, да. Тогда капец всему. То есть, смотрите, а тогда мы вот вам нельзя давать ему абсолютную власть. Нельзя. Он или, ну, условно говоря, убьет вас, или убьет отношения, или вы убьете его. Да, ну вот десятка мечей это не просто ж так получается. То есть, смотрите, нельзя давать ему абсолютную власть. Нельзя, тогда все прекратится опять. Или опять, или снова, не знаю, или вы опять повторите отношения, похожие на прошлое. Поэтому, если он вас будет ограничивать и где-то может приносить вам боль, вам надо оговаривать это как минимум или делать действительно дистанцию. Да? Дистанцироваться или заниматься именно вот эта вот карта, она не только мужской контроль и мужской комфорт, это еще и женский комфорт и контроль, да, ну как бы свои границы, это зона комфорта, то есть вам нужна тогда своя зона комфорта. И тогда вот дистанционные отношения в таком случае, они даже будут более приоритетные и более здоровые, нежели отношения, где вы постоянно 24/7 или постоянно рядом и так далее. Поэтому, как минимум, здесь еще я бы вам рекомендовал полечить и себя, и его, и полечить и себе, и ему сердце. И если вы действительно знаете, что есть соперница вдруг, а она здесь прослеживается, мы опять вернемся, то вам вообще нужно защищать эти отношения каким-то образом еще. Ну, это как советы идут, да. Поэтому он может проявляться, а потом... Видите, как происходит в этой карте. Я не буду озвучивать, да, но реализоваться это может вот так. А здесь они на секундочку выходят из горящего замка, да, и не по лифту выходят явно, да, поэтому он может накосячить так, что, ну вот в порыве некой страсти, а человек такой рисковатый получается, видите, он тут раз резко приехал, натворить бед. Поэтому тут нужен именно трезвый ум и холодный расчет. Вот и все. Поэтому, ну, давайте так скажем, что вы максимум можете получить хорошего здесь из очень плохой карты, как можно выжить хорошее. 12, да, как можно меньше страдать, это раз. И 19, как можно больше радоваться. Да, 19 здесь, 12 здесь. Здесь повешенное, здесь 19 солнца. То есть здесь где-то какая-то радость в каком-то скрытом страдании. Но, с другой стороны, не причинять друг другу боль. Вот о чем я здесь. Поэтому эти отношения с вашей стороны должны быть минимум болезненными. Но, соответственно, вот эта боль, вот мы об этой боли любви, да, которая как бы не умирающая такая любовь, да, но болезненная. Окей, давайте посмотрим, может ли быть здесь счастье в этом круговороте. Может ли здесь быть гармония в этой непредсказуемости, в этих отношениях. Солнце, да, вот оно, солнце 19, да, но вам нужно именно вот сквозь тьму пройти это солнце, получить себе, да, для себя, да, солнце. Да, здесь могут быть дети могут влиять на это отношение, соперница может влиять, но тем не менее вы можете пробиться сквозь тьму, если постараетесь делать и выстраивать отношения таким образом, чтобы боли было как можно меньше, как для него, так и для вас, как для партнера, так и для партнерши. Защищать эти отношения, и если у вас действительно партнер такой вспыльчивый, горячий, то не давать ему взрываться и гореть как неконтролируемая ядерная реакция. Да. Стоит ли держаться за эти отношения? Совет Таро сегодня. Ну, здесь император, тут не зависит от того, хотите вы держаться за эти отношения, не хотите. Мужчина здесь вас не отпускает и не отпустит. Вот мужчина здесь вас просто не отпустит. Поэтому можете убежать, он все равно за вами приедет. Да? Он скажет, а чего это ты? Давайте так. Вам совет лично, как вот зрителю. Ну, видите, мир.
Да, и, возможно, у вас есть сейчас какие-то недопонимания. Возможно, нужно взять паузу, возможно, сделать дистанцию. Возможно, нужно подумать о том, как принять обезболивающее, полечить себе душу. Да, именно вот сердце, душу, то, что я говорил. Но мир и примирение с этим человеком для вас, оно как бы дает возможность как бы выйти на другой уровень. То есть или продлить эти отношения, или начать извлекать для себя, причем внезапно извлекать для себя пользу из этих отношений. Ну и давайте посмотрим, как бы совет, то есть примирись, смирись, прими и попробуй наладить, да, а разорвать ты всегда успеешь, да. Ну и чем все закончится и чем сердце успокоится, да, как говорится. Ну, здесь паш мечей. Закончится все с какой-то интересной схваткой. Это обычно шпион, это обычно нападение, да, поэтому закончится все отражением нападения, то есть вы отобьетесь, но вам придется отбивать нападение. И как минимум вам придется вот встретиться с вашим неприятелем, возможно договориться, а возможно и сразиться с ним, возможно не на жизнь, а на смерть. И я еще не исключу, что вы каким-то образом поучаствуете в защите, может быть даже вашего партнера, а может быть и вашему партнеру придется защищать вас, потому что здесь император — это власть мужчины, как минимум, или власть. Вот. Поэтому здесь еще вот чем сердце успокоится, какой-то решающей схваткой за мир в этих отношениях, где вы будете, скорее всего, спасать друг друга и спасать от темных сил и выносить свои миры, а миры они есть здесь, из периода стагнации и тьмы на свет Творца. То есть, ну, как минимум, здесь получается какая-то решительная схватка за мир вашей любви, которая, вот какая бы болезненная ни была, но в конечном итоге она выглядит как чаепитие в саду с белыми розами и глядя друг другу в глаза. Світла вам та вашому всесвітові. І пам'ятайте, що боротьба, яка триває у ваших стосунках, скоріш за все, варта того, щоб ви не складали мечі у ножни. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.